Добрый день! Вы находитесь на канале магазина надровах.ру. Меня зовут Григорий. Перед нами находится отопительный печь-камин от компании Meta, модель Москва-9. Снимаем обзорное видео. Топочная дверка печи-камина Москва-9 с большим термостойким стеклом. Ручка на дверке с правой стороны, петли с левой. Снизу на топочной дверке ручка для регулировки подачи воздуха в зону колосниковой решетки топки печи камина. Сверху над топочной дверкой находится еще один регулятор. Он регулирует интенсивность подачи воздуха в верхнюю часть топки. С помощью этого регулятора также регулируется интенсивность обдува стекла с внутренней стороны топки. Это нужно для того, чтобы стекло не коптилось. Дверка фиксируется в закрытом положении с помощью крючка, который приварен к ручке. С обратной стороны топочная дверка имеет уплотнительный шнур для плотного примыкания дверки к корпусу печи камина. Стекло к дверке крепится с помощью вот таких вот планок. Две планки с левой стороны, две планки с правой стороны. Между стеклом и корпусом дверки также мы видим проложен негорючий шнур. При открывании топочной дверки появляется доступ к выдвижному зольному ящику. В нижней части топки декоративная решетка, которая предохраняет стекло от повреждения. Слева и право от топочной дверки дополнительно два вот таких вот вертикальных прямоугольных стекла. Печь-камин Москва-9 с остальной топкой. Для усиления топки по бокам, сзади и снизу топка закрыта шамотными кирпичами. Кирпичи съемные, при необходимости меняются. Кирпичи защищают топку от перегрева и дополнительно аккумулируют тепло. Так у нас выглядит отбойник пламени печи камина. Сверху мы видим вот такую вот штору, которая препятствует выходу дыма при открывании топочной дверки. И с помощью этой шторы также направляется поток воздуха, который обдувает стекло изнутри, для того, чтобы оно не коптилось. Сверху над топочной дверкой мы видим вот такие вот решетки декоративные для выхода нагретого воздуха. По бокам с левой и правой стороны печь-камин Москва-9 имеет вот такие вот керамические вставки. Керамические вставки при необходимости можно заменить. Сейчас мы видим верхнюю часть печи камина Москва-9. Видим, что сверху у нас прорези для выхода нагретого воздуха. Патрубок для подключения дымохода в данный момент установлен сверху. При необходимости, при удобстве подключения дымохода с задней стороны, он устанавливается назад. Предварительно нужно будет снять заглушку. Заглушка при подключении дымохода сзади переставляется на верхнюю сторону. Слева и право от заглушки мы также видим решетки для выхода нагретого воздуха. Сзади, в нижней снизу, мы видим бирку с информацией о печи камине. Получить более подробную информацию о печи камине Москва-9, приобрести печь-камин Москва-9, либо заказать его установку можно на нашем сайте надровах.ру. Ссылка на сайт, телефон магазина в описании к видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте ваши комментарии. Спасибо за внимание и до свидания.